Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем белые лилии. В китайской традиции изображаются в первую очередь белые лилии. Именно такие цветы символизируют чистоту и невинность. Частым сюжетом является молодая девушка с лилией. Цветок призван подчеркнуть чистоту и невинность героини. При изображении белой лилии прежде всего нужно придерживаться самого главного принципа – это контура. Мы набираем на среднюю кисть черную краску или черную тушь. Просто тушь более течет, чем краска, поэтому если вы пока плохо работаете тушью, то лучше используйте краску. Работаем мы в данном случае кончиком кисти. Сейчас мы изобразили бутоны. Как вы видите, принцип такой. Мы рисуем цветок, его форму и строение контуром. Цвет мы будем добавлять потом. Линии в данном случае очень часто бывают отрывистыми или волнистыми. Если вы кисть задерживаете на бумаге, а в данном случае мы пользуемся рисовой бумагой, то она сразу же автоматически впитывает в себя краску. Поэтому, если движение по бумаге совершается легко и быстро, то тогда, соответственно, и отпечаток будет более тонким, вне зависимости от того, работаете вы кончиком или какой-то более прижимаете кисть к бумаге, то линия будет получаться более тонкой. А если же вы замираете на бумаге, то, соответственно, вы в эту минуту получаете более толстый отпечаток или более толстую линию. Поэтому, как вы видите, в процессе движения я иногда задерживаюсь в каком-то месте, чтобы получить более толстую или, так сказать, более насыщенную по концентрации линию или отпечаток. В серединке мы, конечно же, прорисовываем пестик и тычинки. Даже будет хорошо, если ваша кисть будет полусухая. Пестик мы изображаем в виде 4 кружков, расположенных рядом с друг другом, а тычинки в виде 2 продолговатых, таких, можно сказать, продолговатых овалов, расположенных рядом. Поскольку цветок мы видим прямо в лоб в раскрытом виде, то, соответственно, вытянутую часть самой тычинки мы не можем в данный момент видеть. Не забываем располагать цветы по-разному, в разных ракурсах. Листья у лилии раскинуты достаточно широко и очень красиво. Очень часто они на концах очень красиво загибаются, и сами листья тоже, как правило, загнуты. Так что не забываем это изображать на бумаге. Как вы видите, всего лепестков у цветка лилии 6. Также у цветка лилии на листьях есть такие выпуклые прожилки, которые я изобразила на предыдущем цветке в виде линий. На этом цветке мы с вами повторим то же самое, не забыв также изобразить и серединку с пестиком и тычинками по тому же принципу, как и в прежнем цветке, потому что цветок нам виден практически в том же ракурсе. Соответственно, пестик 4 кружка, расположены рядом с друг другом, и тычинки вытянутые цилиндрические такие овалы, которые держатся на ножках, но ножки нам будет не видно, поскольку на цветок мы смотрим прямо в лоб в раскрытом виде. И следующий цветок давайте изобразим немного в другом ракурсе. Он тоже будет раскрыт, но нам будет видно его сбоку. Значит, соответственно, здесь будет больше видно ту самую красоту, о которой мы говорили прежде,
об изогнутых лепестках лилии. Продолжаем работать контуром, кончиком кисти, черной краской. Вы можете работать и тушью. Итак, после того, как мы изобразим эти цветы, обязательно, прежде чем наносить цвет, нужно будет дать всему тому, что мы нарисовали контуром, совершенно абсолютно высохнуть, чтобы когда мы будем прикасаться к нему краской, контур не потек. Вот сейчас, когда цветок видно нам боком, мы подрисуем те самые ножки, на которых держатся тычинки. Не забываем также изобразить и те самые выпуклые прожилки на лепестках, о которых я говорила прежде. Подрисовываем ножки тычинкам. Самым кончиком кисти просто линии. И изобразим еще 2 бутона. Бутоны выглядят как продолговатые, можно сказать, кончики кисти. Подрисуем цветоложа и еще 1 бутон, смотрящий вниз, и можно будет переходить к работе со стеблями. Здесь в работе со стеблями мы будем уже работать не только кончиком кисти. Как вы видите, движение таково. Я фиксирую кисть, ставя кончик, прижимаю его к бумаге и прижимаю его даже больше. И начинаю двигать его в нужном мне направлении. Делаю движение, остановку, прижимаю кисть чуть больше. И затем опять приподнимаю, делаю движение. И опять прижимаю, то есть прижала, сделала движение по направлению вниз, опять приостановилась, прижала и опять сделала движение по направлению вниз. Так изображаем стебель. И еще раз повторю, прижала, сделала движение вниз, остановилась, опять прижала, приподняла и сделала движение вниз. Соединяем все цветы с стеблями, веточками с основным толстым стеблем. А теперь вводим цвет. Разбавив ярко-голубой зеленым и немного приглушив черным, и хорошенько разбавив его водой, чтобы не был ярким и насыщенным, начинаем те самые контуры, которые мы нарисовали, обводить цветом. Принцип какой? Мы затрагиваем те места, которые считаем более выгодным, чтобы их подчеркнуть. Поскольку бумага рисовая и сильной текучести, как только я прикасаюсь к бумаге кисточкой, она с жадностью впитывает краску. Не нужно даже оказывать большого давления на кисть. При том, что цвет набран достаточно водянистый, то есть воды на кисточке очень много. И, соответственно, бумага сразу с жадностью пытается ее впитать, даже при не при сильном нажатии на кисть. Меняйте оттенки. В данном случае я выбрала оттенки голубого, синего, зеленого. В некоторых случаях они приглушены черным цветом и смешаны между собой, а в некоторых, в каком-то наиболее вам кажется выгодном месте, можно воспользоваться и ярким цветом. Можно было использовать и розовато-зеленоватые оттенки. Теперь заполним серединку цветом. Для этого я использую оливковый, немного разбавленный водой. И немного подчеркиваю края голубоватым цветом, разбавленным синим. Где-то можно чуть поярче, где-то чуть бледнее. Делаю это сразу, пока серединка не подсохла, чтобы краски хорошо смешались между собой. Далее, следующий момент. Пока серединка подсыхает, мы с вами изображаем листья. Смешав ярко-синий с черным цветом и приглушив его, начинаю рисовать листья. Принцип какой?
Поскольку бумага рисовая и краска по ней легко растекается, достаточно просто оставлять отпечаток кистью и тянуть его в нужном мне направлении. То есть в данный момент важно очень мыслить пятнами. То есть я оставляю отпечатки, пятна и одновременно соединяю, группирую между собой и вырисовываю форму листа. У лилии бывают разные листья. Листья другого вида мы рисовали с вами, когда изображали тигровую лилию. Сейчас давайте рассмотрим такой возможный тип листа и как он изображается. Просто мыслите пятнами, оставляйте отпечатки, двигая кисть, сразу же группируйте их между собой, вырисовывая форму листа. Чтобы более выразить лист, далее мы поработаем на нем черным, прорисовывая прожилки. Но это немного позже, когда краска немного подсохнет, но не до конца. Изображайте листья в разных ракурсах. Теперь, когда серединка подсохла, мы добавим желтого цвета, и цветы сразу как бы подсветятся изнутри. Ярко-желтым цветом мы просто закрашиваем те самые тычинки, которые прежде нарисовали контуром. Когда желтый немного подсохнет, мы добавим туда еще и ярко-оранжевый цвет. Не забываем также и про пестик. Темно-синим цветом мы немного подчеркнем, просто оставим несколько точек в каждом из кружков. Теперь желтый подсох, добавляем немного оранжевого, просто можно обвести по черному контуру оранжевым цветом, которого так не хватает в данной цветовой палитре. И останется нам последний момент – это нарисовать прожилки в листьях. Лучше всего делать это тогда, когда краска еще не до конца подсохла, чтобы получить такой красивый расползающийся эффект. Просто тонкими линиями, кончиком кисти черным цветом мы проводим одну центральную линию и к ней подводим боковые прожилки. И на этом мы заканчиваем. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии, чтобы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе нарисовали.